Ну что ж, привет, мой дорогой зритель! Думаю, я уже достаточно задержала свой небольшой рассказ о прошедшем лете, но так как я сейчас сижу в довольно холодной осенней Москве, мой разум все чаще возвращается в воспоминания о теплых сеульских летних деньках. Не сильно удивляйтесь присутствию моего хлебца на экране, потому что собранный материал в поездке без какого-либо пояснения будет больше похож на маленькую странную кашицу. Так что да, буду сидеть здесь и пояснять за последовательность событий и их значение. Ну что ж, поехали! Жизнь часто поворачивается к нам неожиданной стороной. В моем случае этой стороной оказалась удача съездить в страну своей мечты и увидеть ее с реальной стороны, хоть и через все те же розовые очки. Жили мы там всего месяц, и как правильные истинные корейские студенты ходили каждый день учить корейский язык в наш прекраснейший университет. Сегодня я иду на учебу, как истинный школьник. Доброе утро. Конспекты. Что-то такое очень кривое и непонятное. Кто-то спросит, как по этому учиться? Я не знаю, я это пишу, а учиться это вообще не могу. Наш учебник. Не знаю. Учебничек и всякие распечатки. Нам их часто раздают, но не так часто, как в группе 2.1. Бутылка воды, телефон, все, что нужно для урока. Должен звук пойти. Вот. Как ваши впечатления от учебы? Прекрасно. Что говорят, я вообще не понимаю. Я не понимаю, что говорят типичные корейцы, я понимаю только учителей. Какой в этом тоже, смысл? Да, учителя говорят тихо, ну как бы не тихо, а медленнее, как-то отчетливее. А эти на улицах, они просто... Они смазывают половину букв. Да, они проглатывают окончания, наверное. Они еще окончания не используют. Типа они сидят просто, как я сегодня учила. Как это называется? Панмаль. В общем, мы идем с учебки. Это первый день официальной учебы. Ну, точнее, официально был вчера. Официально мы должны были написать тест 1 июля. Да. Но мы только прилетели днем. И еле-еле добрались до отеля, поэтому мы писали 2-го. А потом сейчас 3-е, и мы распределились по группам. Тяжко. Реально. Блин, на самом деле только первый день учебы нормальный. У меня такое ощущение, что мы уже 100 лет учимся. Да, так как-то здесь такой район, или я не знаю, как объяснить, но ощущение, будто мы здесь полжизни живем. Да. Как-то уже на 3-й день быстро освоились и стали потихонечку ходить. Ну, точнее, мы пока еще не ходим, мы сегодня собираемся первую самостоятельную вылазку сделать, потому что
У нас нет навигатора. Нет, у нас есть навигатор, но у нас нет интернета. По сути, мы в городе, но живем как в глуши. У нас есть телефон, но, по сути, без интернета он кирпичик. И вот мы ходим с этими кирпичиками, потому что у нас нет сим-карт, потому что их можно купить только с 20 корейских лет. Блин, кто это придумал? Сим-карты действительно были очень большой проблемой первое время, так как если вам 18 российских лет, да, в Корее еще и другое летоисчисление, но если вам 18 российских лет, то их вам там не продадут. Просто не продадут. Для корейского законодательства вы еще маленький ребенок и не можете оформлять на себя сим-карты. Так что, если это действительно срочное дело, и вы приехали на какой-то более продолжительный срок, чем 1 неделя, то лучше идти в русский район и покупать сим-карты там. Там они, конечно же, дороже, как показывает практика, сим-карты на корейские телефоны, на зарубежные телефоны. Это совершенно разные сим-карты. Поэтому покупать на зарубежный телефон придется сим-карту подороже. Возможно, меня надули. Возможно. А может быть, нет. Но даже так, они довольно дорогие, но вам их хотя бы продадут. Ненавижу корейское законодательство. Вот. И мы без сим-карт, без связи, без интернета, только Wi-Fi какие-то ловим от мимо проходящих зданий. Будем лазить по незнакомой стране, язык которой мы не знаем. Класс. Зашибись. Почему нет? Ну, ничего, это лучше, чем сидеть в общежитии и все такое. Лучше потеряться пару раз, чем в итоге уехать вообще без воспоминаний. Да. Вот. Потеряшки — это самые лучшие воспоминания из любой поездки. Да. Блин, зато мы много чего увидим. Да.